Привет, друзья! Обычно я приветствую вас в моей домашней студии. Сегодня же, прежде чем мы вернемся ко мне домой, нам нужно побывать в продуктовом магазине, потому что некоторые необходимые для наших свечей материалы продаются именно там. Walmart, ближайший ко мне. Я знаю, что меня смотрят ребята из Канады, поэтому, друзья, нам нужно найти секцию, в которой продается все для выпечки. При изготовлении моих свечей я всегда стараюсь использовать в работе только натуральные ингредиенты, и сегодня нам нужен вот этот сладкий сироп, тягучий, и это кукурузный сироп. Теперь нам еще понадобится сладкая конфетная присыпка, которой мы обычно декорируем кексы и торты. Я возьму несколько разных, потому что, опять-таки, не знаю, какую цветовую гамму буду использовать. Ну вот и все необходимое мы нашли. Теперь быстро на селф-чекаут и домой заниматься свечами. Вот мы и дома, друзья, и можем начинать работу. Сейчас на ваших экранах вы видите все, что нам будет необходимо для работы. Работать мы сегодня будем с кокосовым воском. Я предварительно его приготовила, порцию воска в мерной посуде. Одну из свечей мы окрасим в слегка желтоватый цвет, поэтому я воспользуюсь кусочками, остатками воска, которые я использовала ранее в своих видео. Также нам понадобятся украшения. Мы будем декорировать с вами свечи сердечками и детской маленькой лошадкой. Фитиля, естественно, липучки, чтобы закрепить фитиль. Мы будем пользоваться королем сегодняшнего видео, это кукурузный сироп, потому что именно он и присыпки, конфетные присыпки, помогут нам сделать очень необычную свечу вот в этом бокале. Все, что нам будет необходимо, это, не переключайтесь, будет интересно. Итак, как вы догадались, первое, что мы должны сделать, это, конечно же, растопить воск. Что мы сейчас и сделаем. При помощи водяной бани мы растопим эту порцию воска, и нам будет достаточно для одной свечи, для того бокала, который я вам показала. В видео вы увидите быструю запись, в которой я буду делать вторую маленькую свечу, а пока сейчас мы концентрируемся на первой свече, и первое, что мы делаем, это, естественно, закрепляем фитиль при помощи липучек на дне бокала. Затем нам понадобится маленький бумажный стаканчик. В него я налью кукурузный сироп. Я более чем уверена, что вам не составит труда найти кукурузный сироп в любой стране, в какой бы вы ни находились. Итак, что мы сейчас делаем? Нальем небольшую порцию кукурузного сиропа в стаканчик, затем возьмем кисточку и покроем кукурузным сиропом стеклянные стенки бокала. После того, как мы это проделаем, вы видите, что он прозрачный, его практически не будет видно, он не будет портить вам свечу. Мы проверяем, насколько у нас растопился воск. Практически готов, скоро мы можем им пользоваться, заливать его в бокал. А пока мы возьмем конфетные присыпки и начнем украшать ими стенки бокала. Я выбрала звезды и красную конфетную присыпку. Мне показалось, что эта комбинация цветов будет оригинальной. Вот что у меня получилось. Надеюсь, вам тоже нравится. Теперь мы возьмем воск. Он у нас немного постоял, он уже не горячий. Я бы сказала, даже комнатной температуры. И мы аккуратненько, тоненькой струечкой будем стараться заливать его в центр бокала, чтобы воск при заливке не касался стенок бокала и не смыл нашу декорацию, конфетную присыпку. Теперь вы видите в более ускоренной записи. Я делаю вторую свечу. Я ее сделала белую, пользовалась другими присыпками. Мне хотелось вам показать разницу, какая может быть свеча для совсем маленьких деток. И конфетная присыпка вот такого вида мне показалась очень интересной для детской свечи. Ну и, естественно, вторая свеча, которую мы с вами наблюдали
во всем продолжении этого видео у нас более для взрослых, скажем так, мамочек или бабушкам можно подарить, друзьям. Итак, теперь нам осталось только украсить. Для этого мы немного подтопим воск сверху и украсим первую свечу сердечками, сделанными из соевого воска. Вторую свечу мы украсим маленькой лошадкой. Мне кажется, такие свечи будут интересным подарком на день рождения, ко дню рождения ваших друзей, знакомых. Если у кого есть не совсем маленькие дети, конечно, 2-летнему ребенку такую свечу в подарок подарить нельзя, но тинейджеру вполне можно, это будет интересно, необычно. И запах конфетной присыпки дает свой аромат свече, очень интересный. Я надеюсь, друзья, вам было интересно. Если кто-то сделает такую свечу дома, попытается сделать, пожалуйста, поделитесь информацией, вашими отзывами, что у вас получилось, понравилось ли вам. Я буду очень рада живому общению. И тем, кто зашел на мою страничку случайно, друзья, оставайтесь, подписывайтесь. Я делаю видео 2 раза в неделю, теперь уже по средам и по пятницам. Буду рада видеть вас в кругу любителей свечей и буду рада поделиться с вами своими идеями. До встречи, друзья, в следующем выпуске.